Сегодня утром мы начали небольшой семинар по Брахма-самхите и прошли по некоторым основным шлокам. И сейчас будем продолжать. Затронем положение разных деват, полубогов. So, Durga Devi is, or Parvati, is of course the wife of Shiva. Дурга Деви или Парвати является супругой Шивы. In India, she gets a lot of worship. В Индии ей поклоняются очень многие. It's often called the mother. Называя ее матерью. Of course, probably in ancient primitive societies, the mother goddess is also worshipped a lot. В древние времена, в Средневековье, также поклонялись женской ипостаси Всевышнего. And according to scripture, she is a personification of Prakriti, or matter. Из Писания мы узнаем, что она является олицетворенной пракрити, материальной энергией. And she's in charge of material world because material world is made of matter. Она заведует материальным миром, поскольку он состоит из материи. We also know that this is, let's say, a minor aspect of Krishna's power. Durga Devi, material world, is a minor part of Krishna's energy. Также мы знаем, что материальная природа, которая олицетворяет Дурга Деви, является 1/4 творения, всего творения Бога, то есть меньшей частью. The word Durga actually means fortress. Слово Дурга в действительности означает крепость. Impossible to get out of or get into a fortress. В которую невозможно проникнуть или даже выбраться. So the material world is a big prison, in other words. Другими словами, материальный мир — это большая тюрьма. So Durga is the prison warden. In charge of the big prison. Она, Дурга Деви, является хозяйкой этой тюрьмы. But she is worshipped in India. And she's regarded as supreme, as the creator, maintainer, destroyer, etc. Ее даже считают высшей личностью, которая поддерживает, разрушает материальное творение, создает. However, Brahma in his prayer says that she acts only according to the desire of Krishna. Однако Господь Брахма в Брахма-самхите говорит, что она действует в соответствии с волей Кришны. And she can be regarded as his shadow. Ее можно рассматривать так же, как тень Всевышнего. So we know that a shadow only can act if the object itself moves. Мы знаем, что тень движется за объектом, к которому она относится. So in our philosophy, we say that Prakriti can do nothing except if the Lord desires it, and He glances at Prakriti, then it can do something. Otherwise, it does nothing. В нашей философии мы знаем, что материальная природа не способна самостоятельно практически ни на что, но лишь исполняет волю Всевышнего. So when He so desires it, Mahavishnu glances, and then Prakriti begins to manifest material realms. So this is the creation of Durga Devi, so to speak. She can manage the material world, but because of the influence of Supreme Lord. Таким образом, под влиянием Верховной Личности Бога, когда Махавишну бросает свой взгляд, Дурга Деви начинает действовать и создавать материальные миры. So here we have a picture of Durga Devi with all of her weapons. Посмотрите на картинке, изображена Дурга Деви со всеми ее оружием. So she uses the weapons to destroy the demons. Она использует эти виды оружия, чтобы уничтожать демонов. There are many famous stories about her destruction of different demons. Множество есть знаменитых историй, в которых она убивает тех или иных демонов. Actually, through the weapon of karma, she does the punishment of everybody in the material world. Да, всех остальных она уничтожает при помощи оружия кармы, вообще всех в материальном мире, наказывает и уничтожает. But it's all under the will of Supreme Lord. Все это происходит в конечном итоге по воле Верховного Господа. So she is a relative ruler. Таким образом, она является вторичной или относительной управляющей силой. Okay. So the husband of Durga Devi is Shiva. Мужем Дурга Деви является Шива. So Shiva worship is also popular in India. И в Индии поклонение Шиве также очень популярно. In fact, we can say that for every Vishnu temple, there's also a Shiva temple, so they're both equal in worship. Можно сказать, что на каждый храм Вишну есть храм Шивы.
таким образом, в определенном смысле, в плане поклонения они равны, то есть как минимум равное количество людей поклоняются. But Brahma says that Shiva actually is a transformation. Брахма говорит, Брахма Самхите, что Шива представляет из себя трансформацию. Like yogurt is a transformation of milk. Как йогурт является продуктом трансформации молока. So in one sense, milk and yogurt are the same thing. В одном смысле это одна и та же субстанция, йогурт, молоко. But they act differently. Но много разных у них есть You функций. can't boil yogurt. Йогурт, допустим, сварить нельзя. Has a different effect on the stomach. И разное влияние на желудок оказывает также. And you can't make yogurt back into milk. И йогурт обратно в молоко нельзя превратить. So, in this way, Shiva is compared to the transformation, like the yogurt from the milk. Таким образом, Шиву сравнивают с йогуртом, трансформацией молока. So there's a oneness and a difference there. А молоко в данном примере это Верховный Господь Кришна. Таким образом, есть различие и единство между ними. So, because of the some extra ingredient, we have Shiva, and he acts differently. Из-за некоторого дополнительного ингредиента у нас появляется Шива, и он по-другому может действовать. So, in our philosophy, we say that Shiva is also Ishvar. He's also the controller. He's like Vishnu almost. Философия Вед также говорит о том, что Шива является великим контролирующим, который почти практически равен Вишну. So he's not a small particle like a jiva who can fall in ignorance. Он не равен обычной маленькой дживе, которая может попасть в невежество, а Шива гораздо выше. He doesn't take a material body. He has a spiritual form. Он не получает материального тела, его форма духовная. That form is eternal. И вечна. And he has eternal powers that jivas could never attain. У него есть особые вечные ситхи, силы, которые дживы обычно не могут обрести. Yet, his power is not the same as power of Vishnu. И тем не менее, его могущество не равно могуществу Вишну, оно ниже. Vishnu manifests all the universes from his pores. He's the ultimate creator, whereas Shiva could not do that. Вишну проявляет из спор на своей коже бесчисленное количество вселенных, в то время как Шива на такое не способен. And Vishnu manifests all the avatar forms in the material world. Shiva doesn't do that. Также Вишну проявляет все формы аватар в материальном мире. Шива не способен на это. So because of that difference, then we also say, okay, Shiva is less, and we don't equate Shiva with Vishnu. И из-за этих различий мы понимаем, что Шива ниже по иерархии и не приравниваем его к Вишну. So when we use this verse to say that Shiva is like the yogurt, except this means that we're talking about the elevated Shiva. There's another form of Shiva that is a jiva. A jiva can take the position of Shiva in the material world, just like Brahma is a jiva. So sometimes a jiva can take the role of a Shiva in the material world. So this verse is not about that form. This verse is about Supreme Lord form. Шива-татва тоже многообразна, и шлока, в которой говорится, сравнивается Шива с преобразованным йогуртом, который из молока появился, речь идет о могущественном Шиве, который не является дживой. Но также есть формы Шивы, которые могут стать джива. His particular function in the material world is he's in control of ignorance. Shiva, any other. Любовь, вообще, функция Шивы в материальном мире основная такова, что он заведует энергией разрушения. So Shiva is the deity in charge of ahankara, false ego, which is the first part of ignorance. Он является божеством аханкара, ложного эго, с которого начинается невежество. He's in charge of anger, which comes from ignorance. Он также заведует энергией гнева, которая также проистекает из невежества. He's in charge of destruction of the material world, which comes from ignorance. Он отвечает за разрушение материального мира, также это невежество. He's in charge of the creatures in Tamagun, like the ghosts and the hobgoblins, etc. Он покровительствует существам в Тамагуне, таким как всякие духи, гоблины, тоже, домовые. And people in the mode of ignorance are advised to worship him. И людям в гуне невежества рекомендуется поклоняться ему. So, therefore, he is intimately connected with the mode of ignorance. Таким образом, он очень тесно связан с Тамагуной
And of course we know that tamaguna is the lowest part of material nature, and sattva is the highest. Мы знаем также, что тамагуна — это низшая часть материальной энергии, а саттвагуна — высшая. But though Shiva associates very closely with matter in the form of tamaguna, he is never influenced because he is supreme. Тем не менее, несмотря на то, что Шива очень плотно взаимодействует с тамагуной, он никогда не попадает под ее влияние, не оскверняется, поскольку он верховный, очень на высоком положении. So relative to other devatas, he is supreme, but still he is less than Vishnu. Есть также очень могущественные деваты, которые также на очень высоком положении во Вселенной, но они все ниже, чем Шива. Okay. Вишну. So Brahma then talks about himself and Brahma. Брахма также о себе говорит, о Брахме. So Brahma is also regarded as creator, so he's also worshipped. Брахма также рассматривается как творец, и ему поклоняются также. So of course what he does, he takes the elements that are in the material world given by the Supreme Lord and he makes planetary systems, makes bodies for the living entities. Что он делает? Он берет, заимствует элементы материала, которыми его обеспечивают Вишну, Верховный Бога, и уже из этого творит материальные планетные системы, тела разных живых существ. So in this verse he gives a comparison with a sunstone. That's a particular type of stone. В этом стихе Брахма Самхиты Брахма сравнивается с камнем, солнечным камнем. We have moonstones and we have sunstones. Есть лунный камень, есть также солнечный камень. So the moonstone is very cooling. Лунный камень охлаждает очень хорошо. The sunstone absorbs the rays of the sun, and if you take it out of the sun, then it still has that heat and a little bit of light. Солнечный камень впитывает в себя лучи, энергию солнца. Если даже его убрать от солнца куда-нибудь в темноту, то у него будет исходить такой некоторый свет и энергия тепла. So Brahma compares himself to a sunstone. He actually gets his power of heat and light because of the higher source, the sun. Брахма сам себя сравнивает вот с этим солнечным камнем, поскольку он получает свое могущество и энергию от высшей личности Бога, как солнце. Камень, точнее, солнце. He has power to create, but it is not independent power. That power to create is given by the Supreme Lord. Он обладает определенной творческой потенцией, но это не его собственное, он ее заимствует у Бога. And of course, at the beginning of this whole Brahma Samhita, we see that Brahma got the mantra, Krishna mantra and Gayatri mantra, then he was able to create. So he got the power of the Supreme Lord through mantra. В начале Брахма Самхиты есть описание, как Брахма получил свое могущество, то есть он получил сначала мантру от Всевышнего, от Кришны, и затем уже получил от него энергию для творения. Okay. Another popular deity who is worshipped in India is Ganesh. Другое популярное божество, которому поклоняется в Индии, это Ганеш. So he has the form of an elephant. Его форма это слон. And his other names are he is the destroyer of obstacles. Одно из других его имен переводится как тот, кто устраняет препятствия. So he's often worshipped in before any event or any endeavor, etc. They worship him, so they get free of obstacles in whatever they're doing. И часто индусы поклоняются Ганеше перед тем, как начать какое-то важное дело, чтобы он расчистил путь препятствий убрал. And all businessmen will have a picture of Ganesh in their office because they want to get all the obstacles away from their business so they can make money. Бизнесмены также в Индии, у каждого есть картинка Ганеша, потому что они хотят, чтобы не было проблем, препятствий, чтобы побольше было денежек. It was natural that Ganesh will do worship to get rid of obstacles because elephants are very big and they can smash anything. Да, есть в этом вот в том, что он в виде слона, определенная такая символический смысл, потому что слоны очень большие, могущественные, и они могут снести все, что угодно. However, here Brahma describes that Ganesh actually is bowing down and he puts on his head the feet of Govinda, Krishna, and that's how he's getting his power. Но Брахма объясняет, в чем секрет могущества Ганеша. Он говорит, что Ганеш на своей бугристой голове держит стопы Нарсимхадева, верховной личности Бога, и от них черпает свое могущество. Okay, here we have Ganesh. Okay,
Many people in India worship the Navagrahas, the 9 planets. Многие люди в Индии поклоняются Наваграхам, 9 планетам. Because they're in charge of all your karma. Поскольку эти планеты управляют нашей кармой. And the main planet is the sun, Surya. Основная из этих планет это Солнце, Сурья. So of course nowadays we don't see sun worship temples so much around, but of course there are a few like Konark near Puri. That is sun temple that was built about 500 years ago or so. That huge temple. So there were worshippers of the sun in ancient India, quite popular. Конечно, в настоящее время мы не особо можем где-то увидеть храмы Солнца, но некоторые сохранились с древних времен, когда это поклонение было распространено. Вот, допустим, храм Конрак недалеко от Пури, очень большой храм Солнца. And even in the Brahma Sutras, there's a few sutras dedicated to saying you shouldn't worship Shiva, you shouldn't worship Ganesh, you shouldn't worship Surya. В Брахма-сутре есть утверждение, что не нужно поклоняться ни Ганеше, ни Шиве, ни Сурье. So here Brahma describes the sun as, the sun turns around, and because of that we get day and night, and then we can measure time. So he is Kala Chakra, he is the wheel of time because he is the one that sets the measure of days and nights and the years for passage of time. В Брахма-самхите описывается деятельность Солнца. Сон обращается, движется по своей орбите, и таким образом день и ночь сменяют друг друга, а также времена года, и так мы можем измерять время. And the sun is regarded as the king of all planets. Солнце считается царем всех планет. Because it's the brightest. Что оно наиболее яркое. And it also gives light and heat to the earth. That's very important. Также оно, что очень важно, дает свет земле и тепло. So, Brahma says that the sun actually gets his power because of Krishna again, the power to move and create time, the power to create light and heat for the earth. It's all because of Govinda. И Брахма раскрывает секрет могущества Солнца. В Брахма-самхите он говорит, что Солнце получает свою способность светить, давать тепло и управлять в некотором смысле временем благодаря покровительству Говинды. Okay, there's another Brahmas there. If you go to, usually they're in Shiva temples in South India. В Южной Индии наиболее распространены храмы Шивы с 9 грахами там. In one corner, you'll see there's 9 little deities, little black deities in the corner, and people will be doing circle around there, offering things to the deities. Ну да, можно иногда увидеть, что какие-то маленькие дети, там божества, где-то в углу в храме, и люди начинают париком вокруг них проходить, это Наваграхи. Okay, so worship of different devatas is very popular, so Shiva is saying that actually their power comes from Krishna. Итак, поклонение разным полубогам очень популярно, таким как Шива, но все они черпают свое могущество от Вишну, от Кришны. So the other popular worship is Brahman. Другим популярным видом поклонения является поклонение Брахману. And among the most serious people in India who are religious, probably 90% of them believe that Brahman is supreme. И это, пожалуй, самое распространенное поклонение, тип поклонения, более, где-то около 90% всех индусов они поклоняются Брахману. So Brahma says that yes, that Brahman is infinite, it is unlimited, etc. Брахма говорит, что безличный Брахман безграничен и вечен. But it is only like the light, and Krishna is the source of the light. И все, что он себя представляет, это просто некий свет, источником которого является трансцендентный Тора Кришны. So in other words, Brahman is non-different from the Lord because light is non-different from the sun. But at the same time, it is completely dependent upon the Supreme Lord. Другими словами, безличный Брахман не отличен от своего источника, от Кришны, но так же, как свет Солнца полностью зависим от Солнца, также и Брахман занимает подчиненное положение по отношению к Кришне. So Jiva Goswami describes his Brahman as Bhagavan without any of his Shaktis. Джива Госвами описывает Брахма-джьоти как Бхагавана, лишенного каких-либо энергий. By his Shaktis,
the Lord creates His form, qualities, activities, dhamma, etc. Через свои энергии Господь создает формы, свою дхамму, какие-то виды деятельности, качества и все остальное. And without those shaktis, all we have is Brahman. No form, no qualities, no activities. Но если убрать все энергии, то не будет ни качества, ни деятельности, ничего, останется только Брахман. Сияние. Okay, so then he deals with the Vishnu forms. Далее Брахма описывает формы Вишну. We know that we have Brahman, we have Paramatma, we have Bhagavan. Мы знаем, что вот это три единства Брахман, Параматма и Бхагаван существуют. So all are non-different ones. И в определенном смысле все они не отличны друг от друга. Still, we say Krishna is supreme. Тем не менее, мы говорим, что Кришна является верховным. So we have Paramatma forms who are Vishnu forms, and we have forms in the spiritual world, Vishnu forms, we have avatar forms. They're all coming from Krishna. Так, есть формы Вишну, разные аватары, Параматма и так далее. Источником всех является Кришна. So how can we call them all Bhagavan if they are actually different? They seem to be different and inferior to Krishna. Как же мы можем всех называть Бхагаваном, если они ниже Кришны и отличны в некотором смысле от него? So Brahma therefore describes that, he gives an example of a candle with a flame in it. Чтобы объяснить это, Брахма дает пример одной свечи, от которой зажигается множество других. Изначально свеча. So we can take another candle, we can light it, and then we have another light. Same power. Так вот мы зажгли одну свечу, а от нее потом другую, вроде бы один и тот же. And then we can take that one, light another candle, yeah, same light. А затем другую свечу и тот же свет. So essentially they're the same. Ну, по существу то же самое все. Still, one is first. Все же первая была одна. So Krishna is the complete manifestation, all the others come after him. И таким образом Кришна это полное проявление Бхагавана, все остальные исходят из него формы. Okay. So then he deals with the different avatar forms. Далее Брахма описывает различные формы аватар. So he says that there's different forms like Rama and Shrima, etc. Он приводит примеры таких форм Бхагавана, как Рама и Нрсимха. But they are like, they manifest part of his power. И они проявляют лишь часть могущества Кришны. And the person who manifests all the power is Krishna. А Кришна — это тот, кто проявляет могущество в полной мере. So therefore he says, Krishna Swayam Samavat Parama Puman. He is the supreme person. Таким образом, этот шлока говорит о том, что Кришна является верховной личностью. And various avatars are manifestation of part of his powers. А различные аватары являются проявлениями его проявлениями и обладают некоторой частью его могущества. So in that way, all these different forms are partial powers. Таким образом, все эти различные формы Бога обладают лишь частичной силой. Okay, so in summary, we have Krishna at the top. We can have his slumsa forms in the spiritual world or whatever. We can have avatar forms in the material world. We have the Purusha avatars, Mahavishnu, Garbhadaksha Vishnu, Kshiradaksha Vishnu, and we have Brahman. They're all actually coming from Krishna. Подводя итоги, можно коротко сказать, что изначально личность Бога — это Кришна, и в духовном мире также есть различные его экспансии, проявления, такие как Нараяна и так далее. А в материальном мире вот эта иерархия экспансии продолжается уже в виде Пуруша аватар и идет дальше. Then we get the guna avatars like Shiva and Brahma, and we get Durga Devi. They're next in line. Затем гуна аватары, Шива, Брахма и Дурга Деви. And then we get other devatas like Ganesh and Surya. Ниже по иерархической лестнице Ганеш, Сурья, полубоги уже. So though people may worship these, ultimately the source of everything is Krishna. He's the real object of worship. И хотя многие люди поклоняются вот как раз вот этим вторичным полубогам или даже вишнутатвам, их источником является Кришна, и он достоин поклонения в большей степени. So next, the method by which we can realize Krishna is given. Далее в Брахма Самхите дается метод, при помощи которого можно осознать Кришну.
So therefore he says that the devotees see the Lord in the heart by eyes which have been anointed with prema. И секрет в том, что в своем сердце можно увидеть Господа в том случае, если глаза преданного умощены бальзамом премы, любви к Богу. Just as we have this prayer, Как вот в молитве духовного учителя. The guru takes with the special stick, he enlightens your eyes. Так вот гуру сравнивается с таким врачом, который устраняет катаракту особой палочкой. Так вот гуру открывает глаза духовного знания в своем ученике. So the real enlightenment there is the prema. И просветление в полной степени, в полном смысле этого слова, это према бхакти. When you have prema, you develop spiritual eyes, so you can see the form of the Lord. Когда мы обретаем према бхакти, любовь к Богу, то наши духовные глаза в полной мере открываются, мы можем видеть форму Бога. And what do we see? Shama Sundara, Achintya Guna Sarupam. He has inconceivable qualities in blackish form. И как мы увидим его, он предстанет перед нами как Шама Сундра, Ачинтья Гуна Сварупа, которого множество непостижимых качеств, тела темного цвета. So Krishna is special. Таким образом, Кришна особенный. Because you can approach him with different moods. Поскольку поклоняться и приблизиться к нему можно в разных настроениях. And therefore you develop different types of relationships with him. И таким образом построить какие-то отношения с ним определенные. So in other words, we have these different rasas, Santa, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Другими словами, существуют вот эти 5 рас. Шанта, Мадхурья, Дасya. So according to your preference in worship, then you can develop a relationship with Krishna. И в соответствии с тем типом поклонения, который вы предпочитаете, вы разовьете одну из этих 5 отношений. So Brahma actually mentions all these different relationships. It's quite rare. Most scriptures don't mention all of this, except the Bhagavatam. But this scripture, Brahma mentions all these different relationships you can have with Krishna. И Брахма Самхита описывает эти 5 типов рас отношений. Это довольно редкое явление. Только вот в Шримад Бхагаватам еще об этом говорится. So it's rare because most of the time people worship other forms like Vishnu or Nrsimhadev. And there's no choice, it's only dasya. И это редкое явление, потому что большинство людей всегда поклонялись Нараяне, Вишну и другим формам Бхагавана, Нарсимхадеву и так далее. А в случае такого поклонения возможно лишь одна раса, это Дася раса, слуга и господин. But with Krishna we can have a relationship as a friend, which means equal. Но с Кришной возможно отношение дружбы. В этом смысле равенство имеет место. Or you can have a relationship even as a superior to Krishna, as a parent. Можно развить отношения, в которых преданный будет даже выше положения занимать, чем Кришна, быть его родителем. If we worship other forms, some of them don't have a mother, father. Vishnu doesn't have a mother and father, so there's no Vatsalya rasa with Vishnu at all. Но вот в отношениях с Вишну это невозможно, потому что у него как бы нет родителей. Nrsimhadev doesn't have a mother or father. He came out of a column. Нету родителей, может быть, колонны его папа. Ramchandra has parents, but he only has 2 parents. Nobody else can be those parents. У Рамачандры есть родители, но их только 2, и никто другой не может выступать в роли такой. Or we can approach Krishna as lover, as a gopi, as Madhurya rasa. Или же мы можем приблизиться к Кришне как гопи, Мадхурья расе, как возлюбленный. Of course, Vishnu has Madhurya rasa with Lakshmi, but not with others. And Ramchandra has Madhurya rasa with Sita, but with no others. But Krishna has Madhurya rasa with billions of gopis. Конечно, это явление присутствует также в случае с Вишну. У него есть возлюбленная супруга, вечная супруга Лакшми Деви, Мадхурья раса таким образом имеет место. Он будет также у Рамачандры, супруга Сита, но они лишь в единичном, так сказать, случае. А у Кришны миллионы, миллиарды гопи.
This is actually one of the specialities of Krishna. Возлюбленных. Это в действительности одна из особенных We have качеств. 60 qualities of Vishnu. We have 64 qualities for Krishna. У Вишну есть 60 основных качеств, но у Кришны на 4 больше. So one of those extra qualities in the 4 is that he is surrounded by various types of devotees in intimate relationships. И одно из этих 4 особых качеств Кришны заключается в том, что его окружают разнообразные преданные в разных отношениях. Okay, so also Brahma indicates that of all these relationships, the relationship between the gopis and Krishna is actually the highest. И Брахма также раскрывает истину о том, что из всех этих типов отношений высшим является отношение гопи и Кришны. So he describes how Krishna is always in Goloka and he's in relation with the gopis. Брахма же говорит, что Кришна вечно пребывает на Галоке, и там он в отношениях с гопи проводит время. So in this way he's covered all the basic philosophy, such as pushing of Krishna as opposed to the other forms of the Lord and the Devatas. Таким образом, Брахма Самхите раскрыл основные философские положения, такие как, вот, допустим, соотношение полубогов и верховничество Бога. And he's also shown how Krishna has variegated rasas. Также сказал, что в Кришне присутствуют различные расы. And he's also shown how ultimately Madhurya rasa is the highest. Показал, каким образом наивысшей из этих рас является Мадхурья раса. So this is very similar to what Bhagavatam says and what Lord Chaitanya teaches. И учение Брахма Самхиты очень близко учению Шримад Бхагаватам, также тому, что Господь Чайтанья давал. So because the Brahma Samhita presents this unique information about Krishna, it's given a special place in the Gaudiya Sampradaya. И поскольку Брахма Самхита описывает особое положение, точнее, какие-то особые качества Кришны, его положения, то она в нашей Гаудия Сампрадае также занимает почетное место. So at the end we have this verse which is something like the Bhagavad Gita, Dharman Anyan Parityaja Mame Kambaja Visvasam. Worship only me with great faith and give up all other dharmas. И в конце Брахма Самхиты, Yeah, this is near the end of the Brahma Samhita. в конце всей Брахма Самхиты дается стих, который похож на стих Бхагавад-гиты 18:66, что нужно оставить все виды поклонения, другие религии и предаться Кришне, поклоняться мне, в первом лице Кришны. But then what he says in the last line, according to your faith, you get your perfection. И в последней строчке по мистическому говорит вещь, что в соответствии с вашей верой вы обретете тот или иной уровень совершенства. So if you worship Krishna in one way, then you realize Krishna in that way. Если будете поклоняться ему одним путем, то осознаете его в таком качестве. So in other words, we can get various types of realizations of Krishna. Другими словами, мы можем получить различные виды осознания Кришны. So, this more or less concludes Brahma's prayers. Это более или менее завершает молитву Брахмы. So once he recited these prayers, then suddenly he had all the knowledge. He got all the knowledge, and then he could create the universe. Так Брахман же вознес вот эти удивительные молитвы и затем обрел все знание, и благодаря этому совершенным образом приступил к творению. So it all came because he got mantra from the Supreme Lord. И все это произошло благодаря тому, что он получил мантру Верховного Господа. So his first contact was mantra. Then he could see the Lord. Then he did his prayers. He got his knowledge. Did the creation. То есть сначала он получил мантру, начал ее повторять. Когда достиг совершенства мантры, он получил даршан, Всевышний, его обители, затем вознес молитвы, находясь под впечатлением всего этого, и потом обрел силу и приступил к творению. So this shows the power of mantra. Эта история показывает могущество мантры. By the power of mantra, we can see the Lord. Благодаря могуществу мантры мы можем увидеть Всевышнего. And He will bestow us with whatever we need for our bliss. И Он одарит нас всем, чем угодно для нашего блаженства. Okay. Все.
Вопрос, пожалуйста. Можно вопрос? Ваша сестричка, а вот, Шри Прабхупада говорил, что ваши внуки там или кто-то там, или там правнуки, не знаю, будут зажигать огонь с помощью мантры. Скоро ли наступит за время, когда вот не видно, что не зажигает внуки, где зачитывается? Well, in a sense, they already can do that. There's what we call the two sticks, and you do it just like the Boy Scouts do, I guess. They got a little thing, and they chant mantras and they get fired that way. That was a Brahmin way of getting fired. Уже в определенном смысле слова это сбылось, что некоторые брахманы могут при помощи дощечек арани, специальных и мантр, в том числе, извлекать огонь из этого дерева. Now, if we just want to use mantra by itself, that requires more power. Для того, чтобы без вот этих деревяшек, просто мантрами нужно больше могущества. However, we know that chanting the Vedic mantras is rather difficult in Kali Yuga. There's nobody qualified to do that. Однако мы знаем, что повторение ведических мантр очень сложный процесс, правильное повторение, и в Кали-югу брахманов квалифицированных практически нет, которые могут это делать. So generally, it'd be very difficult for anyone in Kali Yuga to do such a thing. Поэтому, как правило, это очень сложно для кого-то в Кали-югу такие вещи делать. So anyway, the practical process for everything in Kali Yuga is nama, chanting the holy name. И самый практичный процесс достижения совершенства в Кали-югу это повторение намы, воспевание святого имени. This is more powerful than any of these Vedic mantras. Это гораздо более могущественный процесс, чем любые другие ведические мантры. The name is non-different from Supreme Lord Krishna. Имя нама не отлично от Верховной Личности Бога Кришны. Krishna has all the powers. All the other forms of the Lord have less power. The forms of the Devatas have less power. Кришны полная власть, у полубогов гораздо меньше и у других форм Бога. So if we realize Krishna is the holy name, then we get so much power. Если мы осознаем Кришну в его святом имени, мы обретем очень много могущества. So lighting a fire is actually not so fantastic in one sense. Поэтому зажигать огонек без. Prabhupada said actually a better, more difficult thing to do is change a person. Без зажигалки это не слишком фантастическая вещь. Прабхупада говорил, что гораздо сложнее изменить человека. To take a sinful person and make him into a pure person, that's more difficult. Переделать грешников в праведников гораздо сложнее. But that's what we accomplish through the process of bhakti and chanting. Но мы добиваемся в этом некоторого успеха благодаря могуществу бхакти и воспевания. Вопрос, что в мире распространена такая философия, очень часто встречается, что Господь Кришна, он является экспансией Господа Вишну. И вопрос в том, что какого результата достигают те, кто таким образом поклоняются ему. А поклоняются они Вишну? Они поклоняются Кришне, в форме Кришны в храмах, но думают, что он экспансия Вишну. What benefit get people who think that Krishna is not supreme, but expansion of Vishnu, and who worship him as an expansion of Vishnu? Oh, well, of course that's quite common. For instance, we see Sri Sampradaya and Madhvas, this is their belief. В Шри Сампрадая, Мадхва Сампрадая именно так они поклоняются. В смысле, такое понимание распространено. So because they cannot really appreciate all the qualities of Krishna, since they put him in an inferior position, I think Vishnu's got more qualities, then they attain Vishnu. И поскольку они недооценивают Кришну и его качества, считая, что он в своих качествах и по положению ниже, чем Вишну, и превозносится соответственно Вишну, то они и достигают Вишну. Когда хотят обратиться к Вишну или к Махавишну, они идут к Господу Брахме, а не к Господу Шиве. Потому что говорят, что
Вишну слышит только Господа Брахму, а всех остальных не слышит. Хотя вот Господь Шива вроде бы стоит по иерархической лестнице выше, чем Господь Брахма. Why demigods, when they want to solve some problem, usually go to Lord Brahma first, like it was Krishna came to first. Instead of going directly to Vishnu. No, why they go first to Brahma and not to Shiva? It is said that only Vishnu can hear only Brahma, but not nobody else. That's why they go first to Brahma. But Shiva is said to be even higher than Brahma. Why they go first to Brahma, not to Shiva? Oh, gee, I don't know. I suppose they could choose. We see an example in Bhagavatam where they go up to Shiva for some reason or other. But Brahma is commonly known as the first Devata, and is the master of all these other Devatas. We see that we have the Lokas, the Svarga Loka, etc., and we have Brahma Loka at the top. So they recognize that Brahma is in the top of that hierarchy of the material world. По-разному бывает. Бывает, что и к Шиве идут за каким-то советом, за помощью сначала. Как вот, допустим, когда молочный океан там делает вышел. Но обычно такое понимание, и действительно это так, что Брахма, он в этой вселенской иерархии, по крайней мере официально, административно занимает самое высокое положение. И полубоги, соответственно, действуют по этой системе. Первый с полубогов. And of course, Shiva is usually known for destruction of everything. Шива больше известен как разрушитель всего. So generally, the Devatas want preservation of everything. Preservation, maintenance. They want further, so they'll go through Brahma to get to Vishnu. Да, а полубоги обычно хотят что-то сохранить или поддержать, и не разрушить, поэтому, соответственно, идут к божеству, которое отвечает за сохранение творения, Брахма и Шива. They commonly know that Brahma got his knowledge from Supreme Lord, so Brahma from Shiva. Также известно, что Брахма черпает свои знания от Верховного Господа, не от Шивы. Почему Махавишну слышит только Брахму? Why Mahavishnu hear only Brahma? Many demigods pray. Oh, I see. Mahavishnu hear only Brahma. I suppose it's a matter of etiquette. Just as if you're in a big company, you don't go to the top man, you go to the next guy or the next guy down, and gradually you get your message sent up to the top, but you don't go directly. Ну, это, я так предполагаю, что вопрос просто этикета, что когда есть определенная иерархия, то вот так вот все это постепенно доносится до Верховного, не идешь напрямую. Что Махарадж говорил, что в отдельных случаях джива может стать экспансией Шивы, просто большой. А в каких это случаях происходит? You say that in some cases jiva can become Shiva, expansion of Shiva. In which cases does it take place? Oh, it doesn't really say. Just sometimes it's possible. Because there's like 11 expansions of Shiva in the material world. Ekadas Rudra, so Shiva could probably be one of these Ekadas 11 forms. Да, иногда такое может быть. Вот как мы знаем, что есть 11 рудр, экспансии Шивы, и как Джива может такое накопить благочестие и желание, имея он занять положение одного из рудр. Вопрос. Я знаю, что многие преданные, да, они многие годы поклоняются Кришне, то есть не получают какого-то материального благосостояния, начинают потихоньку в тайне поклоняться Господу Шиве, там, может быть, в тайне, там, и Ганеша, да, сейчас очень популярно. Стоит ли понимать, что Господь Кришна не приконен, не даст никаких денежек, ничего, да? Только одну бхактиву. Если очень хочется, то надо поклоняться Ганешу, денег не имею в виду. Material benefits of money and so on, but they don't get Krishna doesn't get and they start worshiping Shiva and Ganesh. Is it okay if you want to achieve?
to worship other forms. Oh, yeah. Well, probably this is a test of Krishna to see how faithful they are to Krishna. Похоже, что это просто испытание, которому Кришна подвергает своих преданных, чтобы проверить их веру в себя. So the real devotee of Krishna never gives up the worship of Krishna in spite of what, if he doesn't give you your money or whatever. Истинный преданный Кришне никогда не откажется от поклонения ему, просто потому что он дал денег. So it is said that the devotee, even if he suffers in this material world, he doesn't mind. He regards that as self-created problem because it's karma. И объясняется в Бхагаватам, что преданный, даже если он страдает в этом мире, он не относится к этому слишком серьезно, он просто понимает, что это плоды его кармы, так относится к этому. And he continues to worship the Lord. Он продолжает поклоняться Господу. And because of that faith in the Lord, in spite of not getting material things or whatever, then he gets the mercy of the Lord. И благодаря вот такой твердой вере и стабильности в своем поклонении, он обретает милость Господа. So one leaves the worship of Krishna and goes to worship some devatas, no mercy of Krishna. Те же, кто оставляет поклонение Кришне и начинает поклоняться полубогам ради материального, они не получают милости Кришны. So he may get some material benefits, but he won't advance in bhakti towards Krishna. Да, и не могут получить какое-то богатство, какие-то другие материальные выгоды, но они не будут тогда прогрессировать на пути бхакти. However, in Bhagavatam, in second canto, it is said that even if you desire all material benefits, or no material benefits, or moksha, still you should worship Supreme Lord. Бхагаватам же нас призывает во второй песне к тому, чтобы неважно вообще, чего ты хочешь, хочешь ли ты материальное богатство или освобождение, или не хочешь ничего такого, чего ты еще хочешь, все равно надо поклоняться Кришне. And we see the Lord can give anything. He gave the whole world to Dhruva. Да, Всевышний независимый может дать все, что пожелает, кому пожелает, когда пожелает, как вот Друве, допустим, дал вообще весь мир. No Devata can do that. Никакой полубог это не может сделать. He protected Prahlad from all of the attacks of his father and the Asuras. Прохлад, Махараджа, нападок его отца. So the Lord can do anything. Господь может сделать все. If He doesn't give, it's for a particular reason. Если не дает, то какая-то за этим стоит причина. Вы сказали, что книга разрушает, она помогает Шиве разрушать. Ведь Шива же разрушает благословение. Или она что она разрушает? You said that Durga Devi destroys material world. How does it happen? Does she help Shiva to destroy it, or she has some separate type of destruction? No, actually, we could say that's more or less figurative because Prakriti manifests and then disappears. It's all dependent on the Prakriti being there, and that manifests and it disappears. And that's he's in charge of creation and destruction. Without the Prakriti, nothing. There is no manifestation of the material world, so it disappears. And then and that depends on her creation and destruction. Ну, в каком смысле, да? Разрушение в том смысле, что в какой-то момент просто она сворачивается, то есть и уходит обратно в непроявленное. Это ее функция определенная. И потом она снова проявляется по воле Всевышнего. В этом смысле она в этом участвует. И еще один вопрос. Когда преданные в материальном мире видят фотографии или плакат с изображением Кришны, нужно ли преданным выражать почтение? Или нужно? Или как выражать почтение изображения Кришны или других богов? If the devotee sees a picture of Shiva, should he pay his respect to it, and to other demigods if he sees pictures of... Oh, well, yeah. We can always respect the devatas. In fact, in the Nectar Devotion, one of the rules there, the 64 Angas is don't disrespect the devatas. Да, правильно. Нужно выражать почтение. Это одна из анг преданного служения, описанного в Бхактиведанта Свами Прабхупады. Не проявлять неуважение к полубогам. They're also devotees. Они также преданные.